Элису Версаладзе – это имя, которое произносят с придыханием профессионалы, но не любители, не молодежь и в целом не массовый зритель. В эпоху, когда успех измеряется охватами, количеством подписчиков, просмотрами в социальных сетях, на YouTube, работой со звездами своей сферы или звездами шоу-бизнеса, Версаладзе – это пианист для пианистов. И кажется застывшей хранительницей той самой устаревшей подлинности, которая не вписывается в современные алгоритмы. Так ли это? Будем разбираться. Ее мир – это старая школа, где музыка не вызов, не шоу, а служение. Женщина, которая более 50 лет преподает в Московской консерватории и не боится идти против течения. Она открыто критикует признанных мэтров, отказывается играть с российскими дирижерами, если те не репетируют, и называет современную систему российских музыкальных конкурсов ярмаркой тщеславия. В этом видео мы попробуем понять, как в современном мире, в мире одноразовых кумиров, можно оставаться настолько верным себе. Или это лишь продолжение той самой советской модели, в которой стремились превращать искусство в форму почти религиозного или патриотического экстаза. Святослав Рихтер называл ее артисткой большого масштаба и, возможно, самой сильной пианисткой женщиной. И сегодня, когда музыкальный мир часто превращается в спорт и шоу, и это уже совершенно нормально, Версаладзе остается верна все тем же старым идеалам – несгибаемости, тишине и бесконечной работе. Элису Константиновна родилась в Тбилиси в 1942 году. В 50-х годах училась в средней специальной музыкальной школе имени Павлиашвили, а в 60-х в Тбилисской консерватории у своей бабушки Анастасии Давыдовны Версаладзе. Ее бабушка была старейшиной грузинской пианистической школы. Интересно, что бабушка поначалу не хотела учить внучку. Элису Константиновна вспоминала, цитирую, что она в принципе не хотела ее учить именно из-за того, что считала, что это невозможно. Мол, со своими родственниками заниматься трудно. Тем не менее, прогресс был феноменальным. Но, несмотря на одаренность, бабушка была скупа на похвалу. «Я вообще не помню», – вспоминала она, – «чтобы бабушка мне когда-нибудь сказала после концерта, что я прилично играла или что она была мной довольна». Именно этот фундамент – никогда не быть довольной собой, видимо, и стал основой ее характера. К роялю я пришла совершенно естественно, потому что моя бабушка, она была профессором Тбилисской консерватории, занималась в основном дома со своими студентами. И поначалу, после того, как я стала подбирать на слух почти все произведения, которые игрались у нее, так сказать, в классе, она не очень охотно стала со мной заниматься. Даже это было довольно сложно, потому что она считала, что со своими родственниками заниматься трудно. И поэтому я официально стала заниматься достаточно поздно, а по нынешним понятиям так совершенно поздно. Это значит только с 8 лет. Хотя я уже достаточно играла, в общем-то. Вот. И в 9 лет я играла первый раз концерт Бетховена второй, а в 11 с оркестром третий концерт Бетховена. Так что я достаточно рано стала выступать довольно регулярно на сцене в таких школьных концертах, которые проводились у нас в Тбилиси регулярно с симфоническим оркестром. Затем стала играть камерную музыку, тоже с квартетом грузинским. И так вот пошло, что, так сказать, моя, я, конечно, не думала, что я стану впоследствии, то есть я ни о чем не думала, стану ли я пианисткой, и насколько это будет серьезно, просто я без этого не могла. Но у нас Найгаус бывал, я ему первый раз играла, когда мне было 9 лет, как раз когда я начала заниматься в школе. Вот, он часто бывал у нас дома, и не только просто как гость, но он даже играл сам много раз. Так что эта дружба была с бабушкой очень большая. В
В 20 лет Элисо приезжает в Москву. Это было время расцвета советской фортепианной школы. Она учится в аспирантуре у Якова Зака. 1962 приносит ей бронзу на конкурсе Чайковского, а 1966 год – триумфальную победу в Германии на конкурсе Шумана. Именно Роберт Шуман станет ее визитной карточкой. Так, за выдающийся вклад в пропаганду и исследование музыки Роберта Шумана она даже получила премию его имени в 1976 году. Сейчас она считается одной из главных интерпретаторов Шумана в мире. Не одной из многих, а фигурой, которая определяет традицию. Тем не менее, в отличие от многих пианистов ее поколения, у нее относительно небольшая дискография. Версаладзе не играет современную музыку. В ее программе Бах, Гайден, Моцарт, Бетховен, Шуман, Шопен, Шуберт, Лист, Брамс, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович. Ее репертуар почти не меняется десятилетиями, и, по ее словам, это не ограничение, а стратегия углубления в композитора. Она не стремится к карьерному расширению, потому у нее нет попыток охватить весь пианистический репертуар. Работает с тем, что может быть доведено до предельной глубины. Если концепция найдена, она будет ее углублять годами, а не обновлять ради новизны. И этот факт вызывает, несомненно, провокацию в ее сторону. Почему она почти не выходит за пределы этого замкнутого мира? Это зона ее личного комфорта? Это избегание современной сложности? А может быть, это и вовсе страх современности, замаскированный под верность традиции? Даже в 80 лет Версаладзе сохраняет фантастическую техническую форму. Ее секрет прост, но часто и вовсе невыполним. Она говорит: одно условие – надо заниматься ежедневно. Конечно, это ежедневная работа. Это желательно, чтобы она была ежедневной, естественно. Но это может быть не работа там по 6-8 часов в день за инструментом. Но это постоянная работа. Вы знаете, не всегда нужно даже сидеть все время за инструментом. Да, конечно. Понимаете? Но то, что это голова всегда занята этим, это точно. Версаладзе считает, что музыка – это физический труд, который не терпит пауз. Ее игра часто описывается как архитектурная. На сцене она не эмоциональная, а сдержанная. Минимум внешней экспрессии, минимум работы на зал. Все ее внимание направлено внутрь произведения. Версаладзе избегает и эффектных бисов на сцене. В отличие от современной практики добить зал, ее финалы – это логическое завершение концерта, но не шоу. Версаладзе преподает в Московской консерватории более полувека. Потому она прямой свидетель того, как менялась система. И ее взгляды на современное образование довольно критичны, но о них немного позже. Она категорически против разделения искусства по половому признаку. И на вопрос, есть ли разница между мужским и женским исполнением, она отвечает: нет, пол не имеет абсолютно никакого значения. Ее ученики – лауреаты крупнейших конкурсов мира. Таким образом, она формирует и будущее пианистической сцены. В числе ее учеников Березовский, Воскресенская, Володин и другие известные пианисты. В целом, в педагогике она известна бескомпромиссностью. Она требует слышать форму. Студент должен понимать, куда идет музыка, а не просто воспроизводить текст. Она преподает не только в России, но и в Европе, в том числе в Германии и Италии. Преподавание – это самая важная, но и болезненная зона. Так из среды российских музыкантов иногда доносятся, честно говоря, вовсе нелицеприятные формулировки, мол, она подавляет, ломает, учит мыслить правильно. Но цена этого подхода в том, что ученик сначала теряет себя и только потом, возможно, находит что-то настоящее. Поэтому в среде, мол, и возникает открытый вопрос к ее преподаванию. Это формирование личности или все же подавление? И еще одна линия критики заключается в том, что она лишь цементирует систему, но не воспитывает артистов. Так ее ученики часто демонстрируют высокий уровень, но, мол, звучат все одинаково, внутри одной эстетики. Это школа
Или это штамп? Вирсаладзе – это одновременно вершина школы и ее ограничения. Она доказывает, что та старая система работает, но она же показывает, что система тяжелая, закрытая и плохо адаптируется к новому времени. Она почти не дает интервью и не строит медийный образ. И в наше время это уже выглядит скорее как радикальная, даже отстраненная позиция. Но тем не менее Вирсаладзе одна из немногих музыкантов, позволяющих себе открытую критику сильных мира сего. Но об этом позже. Начиная с 1975 года Вирсаладзе – член жюри многочисленных престижных конкурсов, в том числе конкурса имени Чайковского, имени королевы Елизаветы в Брюсселе, имени Ферруччо Бузони, Рубинштейна в Тель-Авиве, имени Шумана, международного конкурса в Японии. Она президент благотворительного фонда и член жюри Московского международного конкурса пианистов имени Рихтера. Тем не менее, в последнее время Вирсаладзе неоднократно отказывалась от участия в жюри конкурса Чайковского и открыто критиковала принципы этого российского конкурса. Она открыто выступает против клановости и системы, когда педагоги голосуют за своих учеников. В целом, ее современное отношение к нему наполнено горечью из-за падения профессиональных стандартов и системы судейства. Ее цитата. «Я считаю, что конкурс Чайковского сегодня потерял то лицо, которое он имел. Это стало какой-то ярмаркой тщеславия, а не поиском талантов». В одном из интервью она прямо говорит о деградации процесса. Цитирую. «Когда я вижу, что сидят люди в жюри и продвигают своих учеников, это для меня конец музыки». Вирсаладзе известна своей принципиальной дистанцией от официальной российской музыкальной Z-элиты и государственного формата культуры, лидерами которого являются Валерий Гергиев и Денис Мацуев. Она отказывается от участия в их фестивалях и проектах из-за разного понимания сути искусства. Она критикует и конвейерный метод работы этого дирижера. Ее цитата. «Я никогда не играю с Гергиевым. Это не мой дирижер. Я не могу играть, когда дирижер прилетает за 5 минут до концерта и не знает, что мы будем играть». Это неуважение к музыке. Ее критика касается не только превращения музыки в шоу, но и в спорт. Так, ее цитата про Дениса Мацуева. «Для меня то, что делает Мацуев, это не музыка, это какой-то спорт, это атлетизм. Но там нет содержания, понимаете? Это все превратилось в какой-то стадионный формат». Вирсаладзе никогда не была удобным деятелем культуры. Пианистка признавалась, что конфликт между Россией и ее родной Грузией стал для нее тяжелым личным испытанием. Она критически отзывалась о позиции многих коллег в тот период. Ее цитата. «В то время российские деятели культуры в большинстве были настроены агрессивно против Грузии». Вам было тяжело во время войны русско-грузинской? Очень. Хорошо вы спросили, русско-грузинской. Очень тяжело, да. Мне и сейчас тяжело, когда то, что происходит в Украине. Вирсаладзе тяжело переживает и события в Украине. Считает, что ответственность за происходящее лежит на государстве. Ее цитата. «Я думаю, что государство тут допускает очень много ошибок и должно нести за это ответственность». Говорить о том, что нас связывает и так далее, это даже не обсуждается. Так же, как я не хотела обсуждать, когда вот во время грузинских и российских таких конфликтов говорили о том, а вот мы, помните, мы так любили друг друга. Я вообще не хочу это обсуждать, потому что люди между собой, они всегда хорошо как бы расположены друг к другу. Это должен быть какой-то конфликт, который может людей как бы взорвать. Это может в каждой семье произойти, даже в маленькой семье. Представляете, на уровне государства большого, да? Можно кого угодно спровоцировать на какие-то вещи. Я думаю, что тут государство допускает очень много ошибок и должно нести за это ответственность определенную. При этом в интервью 2017 года она с восторгом отзывалась о киевской публике.
Потому что я последние годы, 4 года подряд езжу в Киев, и у меня такой восторг от того, как публика принимает и как вообще публика относится к русским исполнителям и вообще к России, да. Также она выступает против информационной российской пропаганды, называя ее дебилизацией, когда из людей, цитирую, хотят сделать клонов, чтобы все мыслили одинаково. Ее однозначная позиция по распаду Союза, которая так желает вернуть Вата, также очень лаконична. Да. Распад Советского Союза – это хорошо или плохо? Распад Союза хорошо. Однако она считает, что не все наследие прошлого следовало уничтожать. По ее мнению, нужно было лелеять, поддерживать и продолжать систему музыкального образования, которая была при Союзе, так как ее разрушение она считает недопустимым. Но на какие-то вещи, которые были при Союзе, надо их лелеять, их надо очень поддерживать и продолжать. Так как вот музыкальное образование, я считаю, нельзя его губить, нельзя его гробить, нельзя его уничтожать. Я только слышу от моих коллег иностранных музыкантов, как замечательно, что у вас такое образование, у нас этого нету. Ну да. Имея в виду именно то образование, а не то, что хотят сделать сегодня. О своем самоощущении она говорит так. «Я очень русская и очень грузинка. И вообще я человек, который очень многие культуры в себя вбирает». Вне сцены и педагогики Элисо Константиновна человек закрытый. «Я настолько не люблю интервью, если бы вы только знали», признается она. Она не пользуется соцсетями и живет в окружении животных, которые подбирает и лечит сама. И сейчас ей в этом помогает и дочь. Ее цитата. «У нас много собак дома и кошек. Все с улицы. Ни одна собака не породистая. У нас 5 кошек, и все больны лейкемией». В этом проявляется ее истинная натура – сострадание к слабым при внешней броне и жесткости. У нее почти нет публичного образа, часто она просто в черном, нет яркого стиля в одежде, медийных заявлений и скандалов. Вся ее идентичность внутри музыки, которую она исполняет, тем не менее, она ярчайший пример долгой карьеры, без резких всплесков популярности, но с устойчивым авторитетом. Если вам скучно слушать Версаладзе, проблема в вас или в ней? И это выводит нас на фундаментальный конфликт двух исполнительских философий – эстетики служения, допустим, Версаладзе, и эстетики впечатления, допустим, Юджа Ванг. Это не просто разница в технике, это столкновение двух веков. Так, если вам скучно слушать Элисо Константиновну, это не проблема, а симптом того, что вы настроены на другую волну. Версаладзе – представительница объективистского подхода. Для нее нотный текст – это священное писание. Она не пытается продать вам Шопена или Шумана. Она пытается максимально точно реконструировать их замысел, при этом сама будучи в тени. Она предполагает, что слушатель пришел не за эмоциями на блюдечке, а за совместным поиском смысла. На другой стороне ринга и рынка это, к примеру, Хатия или Юджа. Так, Юджа Ванг – это вообще идеальный символ новой эпохи. Она не просто играет на рояле, она создает мультимедийный продукт, где визуальный образ неотделим от звука. В ее игре есть драйв, который понятен даже человеку, никогда не слышавшему классику. Она прямо вам говорит: классика – это модно, дерзко и физиологично. И это, конечно, соответствует времени. Так что если вам скучно на концерте Версаладзе, это означает, что вы ищете в музыке реакцию, а она предлагает вам рефлексию. Проблема в вас скорее только в том случае, если вы не готовы давать музыке время и внимание. Мы привыкли к быстрому дофамину от ярких пассажей Юджи Ванг. Версаладзе же дает медленный дофамин от понимания сложности структуры. Проблема в Версаладзе также есть с точки зрения маркетинга 2020-х годов. Она
не адаптируется. Она устарела так же, как устарели готические соборы в сравнении с небоскребами из стекла и стали. Время идет вперед, все настолько стремительно меняется. Юджаванг – это музыка как событие, которое происходит с вами. Элисо Версаладзе же – это музыка как состояние, в которое вы должны войти сами. А каковы ваши ощущения? Пожалуйста, делитесь в комментариях. Также хочется вспомнить ее ответ на вопрос, с кем бы она хотела встретиться из великих композиторов прошлого. Большинство академистов ответило бы надоевшим а-ля правильным и стерильным штампом с Бахом или с Моцартом. Элисо Константиновна же признается, что ни с кем. Ей просто достаточно наследия великих композиторов прошлого. В этом вся она. Ей, наверное, просто не нужны спецэффекты, личное знакомство с богами или признание толпы. И в какой-то момент возникает ощущение, что Версаладзе – это искусство не для широкой аудитории, а для самих музыкантов. Не потому, что она закрыта, а потому, что ее язык требует подготовки, времени и внутренней работы, к которой сегодня почти никто не готов. И тогда становится понятно, почему такие пианисты проигрывают Ютубу. Не в уровне, а в правилах игры. Потому что здесь побеждает не глубина, а скорость восприятия. И из-за этого вырастает самый неудобный вопрос, а может быть, традиция Версаладзе действительно подходит к своему пределу, потому что она, безусловно, фигура большого масштаба, но мир, для которого она существует, постепенно исчезает. Так что проблема не в том, что сама школа Версаладзе устарела, проблема в том, что она требует от слушателя слишком многого. В мире, который больше не готов столько отдавать, есть куча других проблем. Вот и возникает неудобный вопрос. Может быть, это не мир стал хуже, а просто сама модель искусства перестала совпадать с реальностью. Система, в которой выросла Версаладзе, предполагала долгое, сосредоточенное, почти дисциплинированное слушание. Там музыка была не развлечением. Это была тяжелая работа, внутренняя, интеллектуальная, иногда даже изнуряющая. Сегодня это почти исчезло. Некогда ждать. Скорость стала важнее формы, эффект важнее смысла, личность самого артиста важнее текста. И это тоже нормально. Принимая этот факт, легче будет жить. И на этом фоне Версаладзе звучит не как альтернатива, а как напоминание о том, что было раньше нормой. Но вопрос сейчас в том, можно ли эту норму вернуть, и нужно ли вообще возвращать ее, ту закрытую систему, которая воспроизводит себя, но почти не выходит наружу. Готовы ли мы слушать так, как требует того эта школа? А может быть, эта традиция должна закончиться? Поэтому ее фигура Версаладзе, это не про величие или устаревание, это просто про разрыв. Разрыв между школой, где формируют мышление, и современной индустрией, где формируют эмоциональный образ. И главный вопрос здесь не только к Версаладзе, а к нам. А мы все разные. Слушатель сегодня это не единая фигура. Мы с разным опытом, разной скоростью восприятия, разной готовностью к усилию. И от этого зависит не только судьба одной традиции, от этого зависит, какая музыка вообще останется с нами. Та, которую мы проживаем, или та, которую мы потребляем. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете про Элисо Версаладзе. Всем пока!